если мы создадим в своем организме благодатную среду для жизнедеятельности, то мы будем самые здоровые люди на свете. Вы знаете, вы попали не в компанию Виватон, вы попали в компанию творческих людей. И я не заметила, когда я избавилась от сопутствующих заболеваний. Но существует мир невидимый. И в этом невидимом мире Россия была, есть и будет до скончания века. У нее идет очень какой полный контакт идет по лицу. Не с той стороны начинаете омолаживаться. 17 лет назад пришла в Виватон. Это люди все были настолько больны, практически с такими сложными заболеваниями. Сейчас это самые красивые люди. И даже бывает, вот на столе делаешь пропитку, человек встает раз 5-6 в туалет, потому что у него идет выброс очень активный, усиливаются все обменные процессы. Удои в опытной группе были на 19% выше, чем в контрольной. Вот здесь как раз помогает экстракт Виватон, когда им начинаешь пропитывать кожу. А самое главное, ты можешь прийти на помощь своему здоровью. Я горжусь новыми разработками. Они все в рот свечи, они куда-то вставляют, в рот кладут и сосут, пока по дороге едут. И люди сейчас только бумажки. Зелененькие любят и всякие разные. Дальше. Главное, что она не могла родить, родила, и ты молодец. Поэтому... Конечно же, нет пророков в своем Отечестве. Не было области медицины, где бы мы не применяли Виватон. Тут надо это все видеть и слышать, что человек летает, ему жить хочется, несмотря на тот возраст, что он получил массаж лица. Знаете, я согласна с Александром Михайловичем, что должны работать в центрах единомышленники. С этими препаратами, продукцией можно делать такие чудесные вещи. Вы даже сейчас не можете оценить тех границ, которые вы можете достигнуть. Потому что, вот я вам заявляю, как врач, да, имеющий научную степень. Но сейчас я, например, у меня есть результаты по глаукоме. 3 дня человек обращается 25,5, норма 18, да, внутриглазное давление. Я делаю только 3 дня схему лечения, и через 3 дня у нас давление 21. Даже в классической медицине я не могу гарантировать человеку после операции с таким давлением 21. Это осложнено отеком и так далее, соответствующими послеоперационными осложнениями. Но то, что творит эта замечательная продукция, это действительно чудо. Причем таких больных у меня не один, а несколько. Я просто не буду заострять ваше внимание, утомлять. Что мне очень нравится, это работа с больными по сахарному диабету. И хочу обратить ваше внимание, как доктор, и чтобы вы были тем мостиком передачи информации своим докторам в плане именно глобальной информации, что я совершенно согласна с Александром Михайловичем, что если мы начинаем работу с иммунной системой, нам больше ничего не надо трогать. Обратилась примерно 2 года назад, Юлечка, 2 года? Когда искривление в начальном отделе поясничного отдела было 50 градусов, 44, да, Юлечка? 44? Да, это Внизу 44, в районе грудного отдела позвоночника, нижнего отдела грудного, там было 52 градуса искривления. И в области средней части грудного отдела позвоночника было
50 градусов искривления. Лопатка слева была недоразвита, и наблюдался провал, в который входила вот вся моя полностью ладонь. Затем была недоразвита левая рука, она даже не могла чашку рукой держать. И выражена была такая дистрофия мышц левой руки, сильно достаточно. Затем реберные дуги справа были деформированы и очень выпуклые, такое впечатление было, как будто большой горб был. И лопатка сверху стояла над этими ребрами, она не могла лечь на ребра. Таз был деформирован во всех совершенно позициях. И тазовая кость была развернута наружу, дуга ее. Потом она встала на место. И когда вот, и самое интересное, что когда я делала пропитки ей, сначала Катерина Михайловна, извини немножечко. Катерина Михайловна говорила о градусах. Вот, а я вам так скажу, чтобы было как бы понятно. Это было... S-образный изгиб. Такой, да, то есть это как доллар, да. Это приблизительно как доллар. Вот такой был позвоночник. И когда она пришла второй раз, я поражена была больше всего тому, что мягкой стала, такая очень упругая стала мышца, такая юная стала. И я была поражена, я поняла, что Бог мне будет показывать чудеса. И каждый раз, когда она приходила на пропитку, я все время просто не уставала удивляться, потому что видела, как позвоночник становится, меняет свою позицию. Долго была в корсете, долго ее лечили всякие врачи, и китайцы, и кто ее только не лечил, и в Тунисе она лечилась, но нигде она не имела результата. А здесь вот воздействие на кожу дало такой удивительный результат. Ну, мы действительно знаем, что кожа первичный ведущий орган, и когда зарождается человек, то кожа потом все рождает, все вторично, кожа первична. И когда вот именно этот результат, который мы видим, он всех нас удивляет, и думаю, что весь мир удивит. У друга была гематома мозга, авария была после мотоцикла, и нужно было тоже делать трепанацию черепа, но он противник всякого хирургического вмешательства. И единственное, что пробовал в тот момент, так как не знали совершенно продукцию, просто посоветовали, был спрей Виватон, но это уже было, наверное, лет 7 назад, если не 10, сейчас не вспомню. Он просто место гематомы пропитывал экстрактом в течение месяца, наверное. И когда он уже увидел, что голова была полностью череп, не было волос в то время, когда упал с мотоцикла, что в этом месте волосы растут день ото дня, он говорит, я понял, что возможно регенерация внутри, если это происходит наружу. И сделали снимок через 2 месяца, и тоже вот врач не мог поверить, гематома ушла полностью. Он вообще был в шоке, сказал, что он не верит, что это прошлые его снимки. Из тех, кто в высших эшелонах власти, олигархи, как правило, это избалованные, капризные люди, как правило, они в гонке за временем, за деньгами, может быть, еще за чем-то теряют смысл жизни. Обратясь к Виватону, я не скажу, что они полностью перерождаются, потому что они не всегда, как только наступает облегчение, находят время для того, чтобы приходить вновь. Вот. Они изменяются. Они меняются, они пытаются нам чем-то помочь. Ну, пусть ненадолго они становятся единомышленниками, но когда, можно так выразиться, припекает, они опять прибегают к нам на пропитку. То есть восстановление после стресса, восстановление после перенесенных заболеваний происходит очень мощное. То есть Виватон – это мощная оздоровительная система, которая дает высшую духовность, высшее понимание того, для чего ты существуешь, для чего ты живешь, для чего ты вообще появился в этой жизни. У маленького ребенка был геморроидальный узел, который, в общем-то, не уходил. Он был буквально как полипчик. И ребенка обследовали в институте педиатрии. В общем-то, в карточке есть указание на этот полипчик. Вот. И профессор-проктолог, который смотрел ребенка, сказал, ну что, только оперировать, если он будет расти, а пока ничего не делаем, пока просто нормализуем стул и наблюдаем, и все. А другого лечения нам не назначили. Когда я проучилась в Виватоне, я начала этому ребенку делать процедуры виватоновские. Но прежде всего это нормализация стула, диета, естественно, режим питания. И
Я не делала ребенку пропитки, просто не считала, думаю, ну, Виватон, экстракт сам невозможно в анус, в область ануса наносить. Я давала масло, капсулы масляные, и масло, крем-масло Виватон наносила на эту область и немножко вставляла в прямую кишку. Ну вот, вы знаете, я даже сама не знаю, за сколько это прошло. Это прошло буквально за месяца 3. Этот полипчик исчез, и он не повторяется, не возвращается. Но мы сейчас статистика такова, что 30% салонов, которые вообще начинают заниматься индустрией вот красоты, это неуспешные салоны. Это те, которые еле-еле сводят, как говорится, по нулям свой бюджет, либо находятся вовсе в минусовых каких-то вариантах. И 70% это тех салонов, которые, ну, более или менее, кто-то чуть больше, и очень исключительные салоны, которые имеют какую-то супер прибыль. Поэтому вот в этой жесткой такой обстановке на рынке, сейчас, а в Москве я считаю, что это вообще как-то особенно. Сейчас, куда ни иди, салон находится на каждом просто углу, на каждой улице. И поэтому везде можно получить какие-то услуги в этом смысле. И мы чем хороши, мы находимся в таком эксклюзивном варианте, потому что у нас можно получить те услуги, которые нельзя получить ни в одном другом салоне, ну, кроме нашей вот сети, которая вот у нас есть, несколько салонов в Москве, но также вот у вас на местах, в регионах, там, где вы находитесь. Что я делаю сейчас? Сейчас я просто создал массажный салон. Не называл его ни центром оздоровительным, никак. Только массажный салон. Где делаются услуги массаж лица, тела и головы. Клиентов у нас достаточно. Какие проблемы решаем? Первое, дородовая подготовка, где угроза выкидышей, отеки, головные боли. То есть детки рождаются замечательно. То есть я сделал где-то пару десятков массажей таких вот женщинам. Практически вел их до родов. Замечательные результаты. Вот. Мощное противоожоговое средство. Самый длительный массаж, я делал массаж головы 4 часа. Ну вот как курьез расскажу, это я делал себе массаж. После того, как в бане вылил ковшик кипятка на голову. Значит, понадобилось 4 часа, чтобы восстановить процесс, то есть остановить процесс горения. На следующее утро я просто помыл горячей водой и пошел на работу. То есть никаких последствий не осталось. Я работала в больнице, и, в общем, у меня была очень тяжелая травма. 4 месяца по больничному проходила, у меня было в поперечном сечении, там 4 позвонка выбито. И мне отказали даже в том, чтобы дать инвалидность. И вот совершенно случайно, вот услышал просто слово «Виватон». Вначале прочитала его в юности, там, в 1989 году, в последнем номере декабрьском, Виктор Востоков писал. И вот это вот слово «Виватон», оно как будто как вот в мозг вошло, и какой-то, как, знаете, вот зуммер пошел. И вот таким образом, через месяца не прошло. У меня все, я когда стала, только питание перешла, еще тогда кальция не было. И мне дали литр, привезли бутылочку литровую Виватона, и я им помазалась. И у меня все позвонки встали на место. У меня была одна усохшая нога, я вообще почти не двигалась. У меня было 10 сантиметров вот хромота. Вот просто сразу стала здоровым человеком. А потом я уже, конечно, стала... Поэтому для меня Виватон это моя жизнь, это радость. И вы знаете, действительно, единство духа и материи, творчество во всех его проявлениях, то, чем Александр Михайлович занимается. И, понимаете, это и божественное откровение в связи, так сказать, с его целительской деятельностью. И вот этот вот синтез именно окружения, именно духовных людей. Клиентка пришла к нам с жалобами на расширенные поры, на мелкие воспалительные элементы на коже. На данных снимках изображение кожи в области лба. На первом снимке этот снимок был сделан в момент ее прихода
входа до проведения процедур. Видны расширенные поры и мелкие воспалительные элементы. После второй процедуры видно, что поры потянулись, выровнялась кожа и уменьшилось количество воспалительных элементов. Человек чувствует, что он начал, вот, допустим, пить травы, он начал использовать наше желе или виватон, или массаж головы, и у него происходят какие-то реакции. И мы уже понимаем, как его организм к чему готов, правильно? И так мы его и будем нагружать. Допустим, давать домашние задания какие-то, чтобы он помогал нам, не только приходя в салон. Но опять-таки это все зависит от возможностей этого человека. Потому что кто-то может прийти в салон, заплатить деньги, получить процедуру и как бы сделать за него, да, мы сделаем за него. А кто-то не имеет такой возможности, тогда мы с удовольствием ему все это рассказываем, показываем, учим. И он с удовольствием это все делает. Потому что когда он один раз сделает, он видит результат даже с первого раза. И это его вдохновляет. Он уже не может остановиться, потому что, вот как я тоже не могу остановиться уже. Это просто невозможно. И многие люди доводят до конца свое лечение в домашних условиях. Я понимаю реально, что находиться, допустим, весь срок до полного выздоровления, это нереально в условиях стационара, человеку это трудно. Но многие как немножко побыли, увидели результат, домой приезжают. Процедуры трудоемкие, вы сами понимаете. То есть работать с онкобольным вообще тяжело, и довести все процедуры до конца, вот люди, которые выздоровели, они, и вот я предоставлю слово, они будут говорить об этом, это очень тяжело и трудно. И поэтому многие опускают руки и не хотят дальше бороться. Вот, а там уже, как говорится, как получится. Значит, мы отдавали препарат Виватон на испытания в онкологический институт Украины в городе Киеве. Значит, получили заключение, это было уже несколько лет назад. Значит, у Александра Михайловича есть это заключение, я ему предоставляла. Значит, что препарат обладает мощным противоопухолевым эффектом и мощным противометастатическим эффектом, но носит дозозависимый характер. То есть при работе с онкобольными должны работать большие дозы Виватона. В частности, мы ведем речь в первую очередь, естественно, об экстракте и о Виватоне С. Значит, ну, как я уже сказала, значит, практически у нас не было ни одного пациента, у которого бы не было динамики. Даже больные очень тяжелые, в 4-й стадии заболевания, значит, все равно положительная динамика в плане излечения, она существует. Вот, Светлана, вот такое вот было зрелище. Через 30 дней... Пектин, вот это пектин. Да, это сверху пектин мы наносили, там работали, да. И через 30 дней Сергей Андреевич выписался, все там зажило, все прекрасно. Просто организм выталкивает саму опухоль из молочной железы. Вот так она выпадает. Она просто выпадает, организм ее отторгает. Видите, какая она? То есть она сначала, просто организм ее отталкивает, и она сама выходит в это. Вот видите, вот эта опухоль черная. И там видно, уже вверху идут грануляции, уже идет грануляционная ткань хорошая, идет уже восстановление. Но потом заживает. Хорошие препараты, прекрасно. И действие хорошее, исцеляющее, замечательно. Но надо правильно его применять и каждому человеку именно вот эту духовную сторону объяснять. У Александра Михайловича там все правильно, в принципе, написано, духовность, и комплекс, и дыхание, питание. Там в пансионате я гулял, прогуливался и все такое. Есть возможности, слава Богу. Все. Я безумно благодарен, что Саша мне подарил именно вот эту Россию, именно ту Россию, о которой сказал Достоевский, что если останется от России одна губерния, то есть с нее начнется Россия, именно благодаря Виватону. Рук гитар, что звенишь не смело, еще не время плакать надо мной. Пусть жизнь прошла, все пролетело, осталась песня, песня в час ночной. Я зафиксировала биополе человека до массажа и после массажа с фитопрепаратом Виватон. Предлагаю вам эти снимки к просмотру. Здесь мы видим ярко выраженный энергодефицит, особенно в области печени, в области почек, в области очень сильное снижение иммунитета. Площадь биополя здесь составляет 17 715 единиц, при норме от 20 000 единиц. Вот так выглядело свечение пальцев.
данной женщины. Обратите внимание, вот особенно на третий палец правой руки, там недостаток свечения вот в области печени и почек. Итак, вот изменилось биополе после массажа с виватоном. Площадь стала 20 831 единицу, что на 3000 единиц больше. Затянулась вот эта вот, так скажем, дырка, которая была в области печени. Самарская область, город Кинель. Жанна, спасибо Господу за человека, который все создал для нас, Александра Михайловича Савелова-Дерябина. Не устану просить Господа за процветание фирмы «Виватон». Большое спасибо за твои золотые благословенные руки. Они вдохнули в меня силу и энергию. Огромное спасибо за великий труд, желание помочь, умение общаться. Большое спасибо за то, что в нашем поселке есть теперь центр «Виватон». Здоровья, процветания и благополучия. Значит, Саратов. Олег Бегас, он живет в Испании. Но он приезжал сюда к родителям в гости и принял 6 массажей пропиток. Он нашел в интернете все. И сегодня он в Испании тоже там нашел этот центр и занимается там пропитками. Тоже помогает там своим друзьям, рассказывает. То есть он принял это все здесь, в Саратове, а повез в Испанию. Спасибо за вашу заботу, помощь, терпение, мастерство, с которым вы делали мне массаж. Божьих вам благословений в дальнейшей вашей работе. И у нас был один период высочайшего подъема напряженности иммунитета. Это как раз под Новый год, когда все праздновали. У Владимира Андреевича поднялась высокая температура, было 39 градусов. Вот долго держалась температура, наверное, около месяца держалась. И мы тогда интенсивно его пропитывали. Мы приходили вдвоем с доктором Людмилой Михайловной Егоровой и делали двойную такую очень мощную пропитку. И вот эта двойная пропитка, она, конечно, имеет просто невероятный результат. Я всем очень ее рекомендую. Искать пары, чтобы люди парами пропитывали пациентов. И тогда результат еще более высокого. Это уже для таких сильных людей, которые уже свою напряженность иммунитета подняли до высокого уровня и продолжают ее наращивать. Попав к Александру Михайловичу на прием, хотя он обычно никого не принимает, тем не менее ко мне отнесся очень внимательно, дал мне рекомендации, дал препараты совершенно безвозмездно. Но тот режим, который надо было выполнять, мне поначалу показался достаточно сложным. То есть надо было войти в определенную систему, изменить питание и так далее, и так далее, и так далее. И мне показалось, что я все-таки не полностью выполняю рекомендации. Поэтому, когда я услышал, что в Киеве есть возможность пройти как бы долечивание или просто восстановление, спросил Александра Михайловича, он говорит, да, я бы поехал. То есть он рекомендовал. По его рекомендации я туда отправился с уверенностью, что мне надо только вот пропитаться виватоном, там препарат и, так сказать, набраться здоровья. Выяснилось, однако, что опять-таки узлы образовались. Ну, сколько можно резать, там тем более никто уже не предлагал. И после интенсивного прохождения курса реабилитации в Киеве, ну, под Киевом это Ржищев, с помощью препаратов, которые направлял Александр Михайлович, по методике, которую он разработал, Валентина Леонидовна, как врач, там отслеживала это дело. Из 4 узлов примерно через месяц у меня 1 исчез, а 3 резко уменьшились. И к концу 2-го месяца уже они были уничтожены. Человек берет курс своим образом жизни или на старение, или на